Здравствуйте! В этом видео хочу показать, как вязать вот такие простые мотивы крючком и соединять их между собой в единое полотно. Для работы я использую нитки Виолет и крючок 1,25. Вязание мотива начинаем с начальной петли. Далее набираем цепочку из 5 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая и пятая воздушная петля. Делаем накид на крючок и в первую воздушную петлю провязываем столбик с одним накидом. Снова делаем накид на крючок и в ту же первую воздушную петельку цепочки вяжем столбик с одним накидом. Еще один накид на крючок и в ту же петельку воздушную провязываем третий столбик с одним накидом. Вот что получилось. Далее набираем цепочку из 4 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая. Делаем накид на крючок и в первую воздушную петлю этой цепочки, которую мы только что связали, вяжем 3 столбика с одним накидом. Первый, второй и третий. Повторяем снова 4 воздушные петли, 2, 3, 4. В первую воздушную петлю этой цепочки провязываем 3 столбика с одним накидом. Первый, второй и третий. Далее продолжаем вязать еще 3 вот таких элемента. Провязали. У нас получилось 6 вот таких вот маленьких элементов из столбиков с одним накидом. Далее вводим крючок в первую воздушную петлю и провязываем соединительный столбик. Вот что у нас получилось. Далее вот здесь по петлям цепочки из воздушных петель вяжем 3 соединительных столбика. Первый, в следующую воздушную петлю, второй и в следующую воздушную петлю вяжем третий соединительный столбик. Одна воздушная петля подъема и в ту же воздушную петлю, куда связали последний соединительный столбик, вяжем столбик без накида. Далее провязываем 8 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая и восьмая воздушная петля. Вот наш следующий элемент из столбиков с одним накидом. Вот сюда вот вершинку, он как бы такой треугольной формы. Вершинку вяжем столбик без накида. Снова провязываем 8 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И вершину следующего элемента вяжем столбик без накида. Таким образом продолжаем вязать до конца ряда. В конце ряда провязываем 8 воздушных петель и заканчиваем ряд, провязав соединительный столбик в первый столбик без накида. Вот что получилось. Далее провязываем соединительный столбик под арку из 8 воздушных петель. Вяжем одну воздушную петлю подъема и под эту же арку провяжем 11 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10 и 11 столбик без накида. Под следующую арочку из 8 воздушных петель
Точно так же вяжем 11 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10 и 11 столбик. Таким образом обвязываем все арки до конца ряда. Обвязали все арочки до конца ряда. Заканчиваем ряд, провязываем соединительный столбик в первый столбик без накида. Провязали. Далее в следующий столбик предыдущего ряда тоже вяжем соединительный столбик, одну воздушную петлю подъема и в тот же столбик провязываем столбик без накида. Это будет первый столбик без накида. В вершину следующего столбика вяжем второй столбик без накида, в вершину следующего третий столбик без накида, в вершину следующего четвертый столбик без накида. Далее в следующий столбик вяжем пятый столбик без накида, в следующий шестой, в следующий седьмой и в следующий восьмой и в следующий столбик девятый столбик без накида. Вот всего провязали 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 столбиков без накида. Далее вяжем 6 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Смотрим следующую арку. На ней мы вязали 11 столбиков без накида. Мы пропускаем вершину одного столбика, второго и в вершину третьего столбика вяжем столбик без накида. И далее вяжем еще 8 столбиков. Всего должно быть 9 столбиков без накида над каждой вот этой аркой обвязанной. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый столбик без накида. Снова 6 воздушных петель. Повторяем. 2, 3, 4, 5, 6. Пропускаем один столбик, второй, вершину третьего столбика вяжем столбик без накида, первый и далее еще 8 столбиков. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый столбик. Вот что получается. И таким образом вяжем до конца ряда. Довязываем ряд до конца. В конце ряда провязываем 6 воздушных петель. 3, 4, 5, 6. И соединительный столбик в первый столбик без накида. Петельку закрепляем, обрезаем нить и хвостик прячем в мотив. Вот такой мотивчик получился. А сейчас покажу, каким образом соединять такие мотивы между собой. Вот я уже соединила между собой 4 мотива. И сейчас вот в это место я хочу присоединить следующий мотивчик. Мотивы у нас соединяются за вот эти арки из 6 воздушных петель и за центр вот этих вот столбиков без накида. У нас их 9, соответственно, за 5 столбик без накида на вот этой обвязке. То есть у меня будет при присоединении вот первая точка соединения, первая, вторая, третья точка, там, где соединяются уже 2 мотива, четвертая и пятая точка присоединения. Я вяжу следующий мотив, ориентируюсь по вот этим аркам. Мне нужно будет присоединить одну арку, вторую и третью. Соответственно, на следующем мотиве у меня всего таких 6 арок. Я не довязываю 3 вот этих арочки. Вот первая, вторая, третья связала. И сейчас буду вязать 4-ю арку, к которой буду присоединяться к уже соединенным мотивам.
Вяжем, значит, вот сейчас я провязала 9 столбиков без накида, вяжу 3 воздушные петли и присоединяюсь. Вот мое первое место присоединения. Разворачиваю вот таким образом мотивчики и ввожу крючок прямо под эту арку, захватываю петлю мотива, которую вяжу, и присоединяюсь. Вяжу еще 3 воздушные петли, довязываю свою арочку. Далее вяжу 9 столбиков без накида, пропускаю вот здесь вот 2, но столбиком, который будет 5-й по счету, нужно присоединиться к соседнему мотиву. Вяжу первый столбик, второй, третий, четвертый и 5-й. Вытягиваю крючок из петельки, смотрю на свои мотивы. Вот место присоединения. Отсчитываю здесь 5-й столбик без накида, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й. Вот он. Ввожу крючок, захватываю петлю мотива, которую вяжу, присоединяюсь вот таким вот образом. Далее эту петельку я никак не закрепляю воздушной петлей. Я сразу же вяжу столбик без накида. Он у меня будет 6-й. 6-й столбик, 7-й, 8-й и 9-й. Вот так присоединились. Далее вяжем снова, у нас арка из 6 воздушных петель, 3 воздушные петли, вытягиваем крючок. Вот здесь у нас уже 2 арочки соединено. Прям вот так вот в центр прокалываем крючком, захватываем петлю мотива, который вяжем, протягиваем, довязываем свою арку, вяжем еще 3 воздушные петли, 1-я, 2-я, 3-я. Далее вяжем снова столбики без накида. Пропускаем 2 столбика, вот 1-й, 2-й предыдущего ряда, провязываем 5 столбиков без накида. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й и 5-й. Вытягиваем крючок из петли. На соседнем мотиве находим 5-й столбик. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й. Вот он. Прокалываем, захватываем петлю мотива, который вяжем, присоединяемся и довязываем еще 4 столбика без накида. 1-й, 2-й, 3-й и 4-й столбик. Далее снова у нас арка из 6 воздушных петель. Это уже конец ряда у нас. Вяжем 3 воздушные петли. Присоединяемся к арочке соседнего мотива. Довязываем свою арку, 3 воздушные петли. И в конце ряда мы вяжем соединительный столбик в 1-й столбик без накида. Закрепляем петельку, обрезаем нить и хвостик прячем в мотив. Вот такие красивые, простые мотивы у нас получились. И вот так выглядят места их соединения. Вяжите вместе со мной, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео.